Остров Белый. Это уникальное место, которое хранит память о важных вехах истории России. Он расположен в Карском море, к северу от Ямала. От полуострова его отделяет пролив Малыгина, названный так в честь исследователя Арктики и мореплавателя Степана Малыгина. Несмотря на то, что на Белом острове практически нет растительности, он является священным местом для коренных народов Севера. Кроме того, во второй половине 20 века на нем была открыта морская гидрометеорологическая станция, которая работает и сегодня. Остров был свидетелем трагедий времен Великой Отечественной войны. До сих пор многие из них находятся под завесой тайны, но некоторые начинают постепенно проясняться и открываться современным умам. В советское время Белым интересовались военные и геологи, след пребывания которых до сих пор можно найти на острове. На острове очень мало растений. Большая часть этих земель – арктическая тундра. Несмотря на это, остров является домом для оленей, нерп, морских зайцев и даже белых медведей. Здесь обитают атлантические моржи, которые занесены в Красную книгу. Также на Белом очень много разных представителей семейства птиц. Белоклювая гагара, гуси, казарки, сибирские гаги, малые лебеди. Одной из главных тайн острова, притягивающей пытливые умы человечества, стали священные места на этой территории. Их появление связывают с потребностью людей обеспечить успех в охоте, оленеводстве и желанием сохранить семью здоровой. Также священные места создавались для избавления от злого начала. Они играли важную роль в жизни коренных народов и помогали людям выживать в суровых условиях Крайнего Севера. Исследователи не раз обращались к этой теме, чтобы выяснить, почему коренные народы вновь и вновь возвращаются сюда и проводят языческие обряды. Получается, что остров Белый – это не только кладезь знаний для науки, но и важнейшее место в истории коренных народов Севера. Часть святилищ была обозначена на карте острова еще в 1928 году. Но и сегодня ученые продолжают находить все больше новых священных мест. Правда, большинство из них уже давно заброшено. Перенесемся вглубь острова Белый. Примерно в 30 километрах от пролива Малыгина находится священное место Сэр-Ири. В центре святилища расположена необычная фигура высотой около 2,5 метров. Вокруг нее разбросаны бревна, причем все они имеют разные размеры. Исследователи не исключают, что они ранее могли быть идолами или являются ими до сих пор. Так или иначе, но время, ветер и вода наложили свой отпечаток, многие из них были разрушены. Фигура Сэр-Ири, белого старика, благодаря которой и было названо это священное место, выполнена из круглого дерева. По ней видно, что мастер тщательно работал над лицом. У тотема есть шея и переход в плечевой пояс. Также намечены небольшие руки, которые в прошлом были простыми сучьями дерева. Существует гипотеза, согласно которой Сэр-Ири принимал участие в обряде жертвоприношений, а на него надевали шкуру жертвенного оленя или даже медведя. Еще одно священное место на острове Белый носит название Илебям-Петря. Оно расположено в 20 километрах от пролива Малыгина. Там также проводились жертвоприношения белого медведя или белого оленя. Известно, что это жертвенное место посвящено божеству Илебям-Петря, хозяину и охраннику оленей. Центральную фигуру идола обворачивали в шкуру жертвенного животного. Поэтому во время последних исследований ученые находили вокруг жертвенника остатки кожи и шкур, черепа белых медведей и оленей, из которых возле центральной фигуры была сложена целая гора. Среди приношений можно также найти топоры, гвозди и другие предметы. Но все это сегодня находится в ветхом состоянии. Не исключено, что сюда давно не ступала нога человека, а ветер и вода постепенно делают свое дело, превращая находки в историю. Остров Белый видел на своем веку многое, но больше всего последствия хозяйственной деятельности человека. Эта территория издавна привлекает к себе военных и метеорологов, людей самых различных помыслов и профессий. Но в результате исследований острова на его территории остаются бочки из-под горючего, заброшенные здания или ржавеющая техника. Все это, безусловно, оказывает отрицательное влияние на окружающую среду.
Именно поэтому с 2012 года на острове впервые была проведена генеральная уборка. Ведь белый должен соответствовать своему названию и быть именно белым. Одной экспедицией дело не закончилось, и уже в 2013 году туда снова прибыли волонтеры. За несколько лет остров очистили от 1000 тонн металлолома. Весь мусор откапывался и сортировался вручную. При этом увозить с острова приходилось даже 1000-тонные цистерны, оставшиеся из-под топлива. Волонтеры не только очищают природу, но и помогают ее жителям. В 2013 году люди спасли раненого браконьерами детеныша белого медведя. Впервые волонтеры увидели его в сопровождении самки. Но спустя несколько дней медвежонок вернулся один, хромая. Тогда выяснилось, что медведицу застрелили и увезли, а детеныша бросили. В результате было решено связаться с Большой Землей. Пока решался вопрос о дальнейшей судьбе медвежонка, люди оборудовали для него небольшой вольер с бассейном в одном из строений и приносили ему рыбу. Ранение было не очень серьезным, пуля прошла на вылет. На помощь пришел Пермский зоопарк. За малышом, получившим от волонтеров имя Серику, в честь духа, который по ненецким преданиям охраняет остров Белый, прибыл вертолет. Его ждала длинная дорога от Салехарда до Перми через Тюмень. И теперь огромный белый медведь является жителем зоопарка и даже создал там свою семью. Остров стал не только домом для белых медведей и оленей, работодателем для людей, но и свидетелем Великой Отечественной войны. В 2015 году там было обнаружено массовое захоронение участников советского военно-морского внутреннего арктического конвоя БД-5. Единственное захоронение участников Великой Отечественной войны, которые погибли в ходе боевых действий на Ямале. Конвой, главным судном которого была Марина Роскова, большой транспортный пароход, отправился в путь 12 августа 1944 года. Само судно было спущено на воду в США в 1919 году. Это был практически «Титаник», мощный, огромный, впечатляющий. Позже американцы передали судно нашему флоту. И вот, в 1944 году судно с 57 членами экипажа берет на борт 364 пассажира, среди которых полярники, работающие на Диксоне, их семьи и военнослужащие. Цели у Марины Росковой были сугубо мирными, поэтому среди пассажиров были женщины и дети. Еще одной задачей было завезти в отдаленные северные поселки продовольствие, топливо и различные материалы. Пароход прикрывали 3 тральщика, один впереди и 2 по бокам. Экипаж был уверен, что если в зоне действия окажется немецкая субмарина, аппаратура немедленно ее запеленгует. Ведь тральщики были оснащены гидроакустическим оборудованием и противолодочным вооружением. К сожалению, немецкая флотилия тогда уже добралась до Северных морей. В том районе работали сразу 6 подводных лодок фашистов. Одна из них заинтересовалась Мариной Росковой и сопровождающими ее судами. Советская гидроакустика была мощной, но могла опознать опасность на расстоянии 1/10 морской мили, 12 кабельтовых. Немцы же запускали торпеды с расстояния до 30 кабельтовых. Очевидное преимущество было на их стороне. В 60 милях от острова Белый на конвой напала немецкая субмарина. Самонаводящаяся акустическая торпеда направилась к Марине Росковой и взорвалась прямо под ней. Пароход содрогнулся, его накрыло волной. Сначала экипаж принял происходящее за попадание в минное поле, но это была немецкая торпеда, которая пробила правый борт. Вода стремительно начала заполнять машинное отделение. Практически одновременно был подбит и флагманский тральщик. Он мгновенно ушел под воду. Экипаж не успел принять решение пересадить пассажиров на другое сопровождающее судно. На воду спустили шлюпки и кунгасы. Но капитан Марины Росковой до последней минуты оставался на пароходе, пока женщин и детей экстренно эвакуировали. На второй тральщик пересадили более 200 человек, включая 136 пассажиров с парохода. Но спустя всего несколько минут прозвучал очередной взрыв, и второй тральщик потащило на дно со всеми, кого только мгновение назад спасли. Оставалось одно судно.
Его капитан принял решение покинуть опасную зону. На борту тральщика было 186 человек, включая экипаж. Еще 150 человек находились в лодках, кунгасах и шлюпках. У них практически отсутствовали запасы еды и воды. После известия о гибели Марины Росковой авиация направилась на поиски оставшихся в живых. Их искали 2 недели. Сильной помехой был ветер, поэтому операция постоянно прерывалась. Спустя 7 дней 20 тел прибило к острову Белый в Кунгасе. О судьбе большинства пассажиров до сих пор нет никакой информации. Их следов даже не удалось обнаружить. Участники конвоя БД-5 приняли страшную смерть от холода, голода и жажды. В том же году организовали поисково-спасательную операцию силами Северного флота и Главного управления Севморпути и передали погибших земле. Спустя несколько лет работники полярной станции острова перезахоронили останки. Позже найти братскую могилу было непросто, ведь ее координаты были утеряны. Поисковики проделали трудную и масштабную работу, но ее результат того стоил. На острове установлена мемориальная доска в честь погибших советских воинов, а в 2012 году там появилась часовенка. Морская гидрометеорологическая станция была открыта на острове Белый в ноябре 1933 года. Позже ей было присвоено имя бывшего начальника Амдерминского РМЦ Михаила Попова. В свое время на станции существовала обширная программа наблюдений. Здесь даже проводилось ракетное зондирование. Однако в ракетном комплексе случился пожар, полностью уничтоживший его. Известно, что в последний раз пожар произошел в феврале 2001 года. Был полностью разрушен служебный дом, включая радиостанцию. Поэтому до 2002 года работа станции была временно приостановлена. Однако без метеорологических и морских прибрежных наблюдений на острове Белый обойтись было нельзя. Поэтому осенью 2002 на острове возвели новый модульный дом, и изучение территории продолжилось. Знакомство с островом Белый на этом не заканчивается. Мы рассказали лишь о той стороне этой земли, которая уже открыла завесу тайны перед человеческими умами. Но сколько загадок еще только предстоит разгадать. Друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки и пишите комментарии, а также подпишитесь на канал Ямал-Регион, чтобы не пропустить следующие выпуски. Все материалы к этому видео взяты из открытых источников.